Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы с Украины. Стоит только предложить Баканову перейти с должности главы СБУ на более перспективную должность исторически неполноценного назначенческого недоразумения, как тут же оказывается, что Деркач, все же помнят пленки Деркача, российский шпион. Так как же ж так? Да что же это делается? Так все полезные для нынешней власти люди окажутся в шпионах, даже тех, кто против НАТО и ЕС выступали, и которых многие политики поддерживали. И с кем же тогда окажется Банковая? Кто поддержит в трудный час? Многие возопьют. А нас-то за что? Мы же хотели как лучше. Дружба, мир, дороги и все прочее. Не эти ли темы и нарративы регулярно поднимались на самый верх информационных басен на всех провластных телеканалах и множестве говорящих YouTube-голов и в комментах по всему интернету? Это что ж выходит-то? Пока ты нужен, ты хороший, потому что полезный. А потом прилетает не вертолет и не со сказочником и привозит совсем не пломбир. Вот эта тема «А нас-то за что?» настолько широка, что время для нее пришло давно. И разговор на эту тему предлагаю начать с самого насущного и яркого на данный момент. На примере народов Донбасса и граждан России. И вести этот разговор нужно публично, тем более, что не таких русских на нашем телевидении до сих пор хоть пруд пруди, и их становится больше. Заметили? А уж сколько их в трендах Ютуба. Да вот только с чего начать? С того, что Россия не Европа, и они это сами признают? С того, что Украина не Россия? Психологически россиянцы ведь воспринимают войну однобоко. Они освободители, а мы обязаны их встречать цветами. Любое сопротивление освободителям — грех греховный, и так не может быть, потому что сопротивление русским не вписано в их концепцию, мораль и осознание мира. Поэтому мы должны вписать буквами, трассерами, бавовной и шашлыками на их НПЗ. Мы должны вписать в сознание русских тот факт, что нападение на Украину — это игра, в которую играют вдвоем, и они агрессоры, а мы жертвы их нападения. Но мы не сакральные жертвы, мы жертвы войны. Мы будем биться и защищаться. Концепцию «напал», получая ответку, необходимо красочно и доходчиво вписать в сознание русских и народов Донбасса, да тех же навезенных русских, по сути. Как и концепцию «поддерживаешь русский мир Путина и СССР», получай срок и лишение гражданских прав вписать в головы коллаборационистов. Россияне должны осознать, что они все до единого нападающая сторона, которая обязательно, это выделить красным, получит ответный хук. Санкции — ответ на попытку захватить и лишить независимости любую страну. Крушение веры в непобедимость русских — ответный удар на нарушение государственной границы любой из стран. Неожиданные прилеты дронов, нарушение пожарной безопасности, задымление в Хрустальном, ответный хлопок на то, что мы вынуждены слушать сирены по всей Украине часами и неделями. Закрытие для и от русских всех границ мира, полное изгнание их из международного общества и сообщества, признание русских и России страной и гражданами-террористами, ответный удар на их поведение агрессора. И все это им нужно разжевывать до молекул, до мелочей, раскладывать по полочкам не только самим россиянцам, а и всем, кто их поддерживает в этом многоходовочном трехдневном блицкриге. И не только. Вот Новошахтинский, НПЗ и ОР. А нас-то за что? Тут же простейшие примеры из их любимой темы Вторая мировая. Защищаясь от немецкой Германии, СССР наносил удары по Германии. И победа — это захват Берлина. В данном случае для Украины, России и Путин — это тогдашняя Германия, но Москва, соответственно, условный Берлин с мавзолеем Рейхстагом. Поэтому, извините, русские пацаны, но нравится, не нравится, а терпеть ответку должно нравиться. Сейчас такое вот пояснение спецоперации россиянам вжевывают с их телевизора, оправдывая агрессию России в отношении к Украине. Мол, мы тут все хвошизды, как один. Поэтому Россия ведет освободительную спецоперацию. Спецоперацию.
Нет, локтеносная — это война. Это игра, в которую играют вдвоем, втроем и даже всем миром. Россиянцы в критическом их большинстве поддерживают все, что делается Россией в Украине сейчас. Да и не только в Украине. Тут вот вопрос Калининграда в полный рост поднимается уже. Поддерживается все, что Путин придумает, чтобы освободить не только нас, а и любой народ, страну, нацию. Вот начни сейчас Путин спецоперацию по отношению к фашистам Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии, и россияне как один поддержат это решение. Что? Нет? Я не прав? Кто-то встанет против? Но когда к ним прилетит ответный удар, возмутятся. А нас-то за что? Да какое они имеют право, эти список? Нам сопротивляться? Немедленно прекратить сопротивление, это исконно русские земли и прочая телевизионная ересь. Любое нападение на кого угодно, кроме русских, это норма. И грех, если это совершают по отношению к ним. И их не изменить. У них мир — это война. А они так всегда жили. Они не мыслят себя без возврата исконно русских земель. Тьфу-то опять эта формулировка. Ведь Россия кончается только там, где можно получить в дюндель. Они сами безумно радуются, когда их защитники кого-то освобождают. Но они всегда возмущены, когда их солдат кто-то минусует. Война глазами русских — это если народ любой страны выстраивается на границе и приветливо бросает чепчики в воздух, приветствуя русских оккупантов, радостно помирает тысячами и просит еще. Весь мир рукоплещет русскому солдату-коврокраду и гневно порицает любого, кто осмелился оказать сопротивление русским. Эта картинка навсегда вбита в головы граждан. Таких там граждан, организмов России. И они реально не понимают, как это Украина оказывает сопротивление, как это их наказывают за нападение на Украину. Они же ничего плохого не делают. Поэтому мы должны перестать стесняться своих побед на любом участке нашего сопротивления. Мы должны гордиться любой военной или разведывательной операцией, проведенной на территории врага. Покупать и вербовать их граждан, усаживать коллаборантов не за стол переговоров, а на кушетки из неструганных досок, добиваться международных судов и вердиктов, репараций и контрибуций, чтобы по окончанию войны каждый гражданин России понес наказание как материальное, так и юридическое. Россия, путинизм — это детище молчания мира, а мы — часть этого мира, и безнаказанное зло — выкормыш этого молчания. И мы должны сейчас добиться не только перехода в наше наступление по всему огненному рубежу нашей страны, но и морально-психологического, чтобы все русские знали формулу своих скреп и цену своего величия. Напал — получай ответочку. На днях жители-коллаборанты Ордло, увидев, как точечно и красиво уничтожаются базы, растыканные россиянцами по городам Ордло, задали себе на 8-й год вопрос: а что будет, когда украинцы выгонят из Донбасса русских? Этот вопрос там не звучал 8 лет, так как коллаборанты были уверены в силе России. Сейчас эта уверенность разнесена в прах, как российские базы в Хрустальном и Донецке. Они вдруг задумались, что будет, когда украинцы погонят наших и выйдут на свои границы, остановятся ли они или пойдут дальше? Зачем Путин вообще нападал на Украину? Чтобы мы теперь ходили и боялись? Этот вопрос сегодня задают себе жители Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской областей, где в последнее время проводятся успешные операции по нивелированию спецоперационных объектов страны-оккупанта, где лучшее в мире российское ПВО. А нас-то за что? Мы же мирные люди. Мы ж вроде как побеждаем укропов, откуда у них авиация и беспилотники, и почему шашлыков стало так много и крайне далеко от Львова, ведь мы скоро должны были в Берлин войти. У россиян уже появляется много вопросов, а должно быть еще больше. Ведь эти вопросы они начали задавать исключительно после того, как прилетело им. Ну, если бавовна на НПЗ заставляет думать, зачем твое государство напало на соседнее, значит, дым Отечества не так-то и сладок, и приятен. Что примечательно, на всех видео из новошахтинских пабликов ключевое слово, которое говорят русские победители-освободители и просто крутые парни: надо отсюда валить. Что ж, я считаю, что таблетка достаточно хорошо воспринимается российским организмом.
Терапия проходит пока правильно и, возможно, будет весьма эффектным и эффективным средством в лечении затяжного побідобєсія. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24 Пенс. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.